Настюшка, готовься мной восхищаться. Я скачал самое полезное приложение в этом мире. Так. Зацени. Всем привет! С вами Орел и Решка Перезагрузка, и мы прилетели в Гуанчжоу. 你好，因为尾巴令已下载，我们飞到广州。 Окей, я ничего О. не поняла, но звучит забавно. Я уверена, что именно это приложение поможет тебе благополучненько провести твой уикенд со $100. Будешь тыкать, спрашивать, где мне поесть бесплатно, где мне поесть дешево, где мне поспать, ну и все вообще. Это рассудит эта замечательная монетка. Орел, Орешка? нихао, Гуанчжоу. Вот так. А как ты будешь радоваться тому, что ты со $100? Правильно, никак, потому что Танцевать? это грустно. Не надо, только не при мне. Ну, а если он все-таки будет танцевать, друзья, уведите, пожалуйста, детей от экранов прямо сейчас, поверьте, это зрелище не для слабонервных. Ну, а я пошла. Надеюсь, эта штука переведет что-нибудь вроде «Помогите, кто чем сможет». Помогите, кто чем сможет. 帮我出去。 Помочь учи. Помочь учи. Мне уже ничего не поможет. Даже если вы ничего не слышали о Гуанчжоу, этот город всегда рядом с вами. Сами того не зная, вы каждый день одеваетесь в Гуанчжоу. Пользуйтесь гаджетами из Гуанчжоу. И обставляете свой дом мебелью из Гуанчжоу. В эти выходные мы перезагружаем мировую столицу подделок. Фу! Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя, у меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Прошлый наш приезд в Гуанчжоу мы поняли, что у приезжего туриста есть глобальная проблема. Здесь вообще никто не знает ни слова по-английски. Ни таксисты. Ни работники гостиниц. I need bed. You have room. Ни даже сотрудники аэропорта. Do you know how to go to the city the cheapest way without money? Но прогресс не стоит на месте. Я подготовился и скачал себе в телефон приложение «Переводчик». Говоришь фразу на своем языке, Подскажите, как дешевле всего добраться до города? оно тебе переводит на местный и обратно. Классно? 告诉我到底要多少？ English I don't know, sorry. Это же был китайский. Как дешевле всего добраться до города? 这是便宜的到处是。 Да, что ж такое? Даже переводчик не помогает. У меня мало денег, но мне нужно в город. Я следующий дорогу, я отведу тебя к концу. Так, теперь попробуем обратно. Я первая. Я первая. Я и не спорю. 这里走不了的。 Селится. Никуда не денется. Никуда не денется. Это неутешительный прогноз. Спустя полчаса моих мучений молодая китаянка наконец поняла, что мне нужно. Да, а здесь есть метро? 有地铁。 Yes, yes. Окей. Та-дам! Наконец-то золотая карта у меня, а это значит, сейчас мне предстоит встреча с крутейшей машинкой. И это, боже, это же Range Rover, друзья, он такой крутой. У меня никогда в истории перезагрузки не было Range Rover. Это же просто... И походу не будет, потому что это какой-то Land Wind. Знакомьтесь, Land Wind – китайская подделка Range Rover Evoque. Если у тебя зрение -8,
то можно спокойно принять эту машину за оригинал. Такой же силуэт кузова, такой же разрез фар, такая же задняя часть. Только вот Land Wind стоит в 3 раза дешевле. Производители Range Rover неоднократно подавали в суд за плагиат, но иски остаются без ответа. Ну, поедемте, прокатимся. Да. Надеюсь, тут хотя бы пластмассой не пахнет. А, нет, пахнет. Land Wind – это абибас в мире автомобилей. Может, если бы здесь сидел нормальный автомобилист, он бы сразу сказал, что вместо полного привода у Land Wind только передний. Вместо 240 лошадиных сил – 163, а салон не из мягкой телячьей кожи, а из кожи убитого дермантина. Но если ты девочка, то такая большая, белая, новенькая машинка тебе понравится. Not bad. Чтобы попасть в метро, нужно пройти через весь аэропорт, который больше напоминает декорации к фантастическому фильму про космос. Здесь очень круто, футуристично и, наверное, это самый клевый аэропорт, который я видел. В метро Гуанчжоу не встретишь тетушек, продающих жетончики. Здесь все автоматизировано. Самые продвинутые китайцы пользуются приложением WeChat. С ним просто сканируешь телефоном цифровой QR-код, прикладываешь его к турникету, и с электронного кошелька списываются деньги за проезд. Для туристов все немножко сложнее. О, English. 3-я ветка. О, Destination TUSIL, прекрасно. Стоимость поездки зависит от расстояния. Так, цена до TUSIL 7 юаней, это чуть больше $1. А вот и заветный жетончик. Поехали. А, где дырочка? Дырочка. Ребята, я хочу кинуть жетон. Коин? А, жетончик тоже приложить надо? Ничего себе. Серьезно? В метро Гуанчжоу все продумано до мелочей. Здесь ты не заблудишься. Стрелки указателей есть даже на полу. За безопасностью следит полицейский на стремянке. Здесь не упадешь под поезд, потому что он приезжает в специальный стеклянный тоннель, двери которого открываются вместе с дверями вагона. В метро Гуанчжоу у тебя не украдут кошелек. Повсюду натыканы камеры. Олежа, ты меня не снимай. Меня уже полиция снимает. Метро Гуанчжоу перевозит 5 миллионов людей в день. Поэтому все сделано для того, чтобы подземка работала без перебоев. Если будет хоть малейшая задержка, 15-миллионный город ждет транспортный коллапс. А, моя станция. В смысле? Мне-то куда? Кстати, жетончики здесь надо сохранять до конца поездки, потому что единственный способ выйти – это опустить его вот в эту дырку. Приезжаю я такой в никому неизвестный Гуанчжоу, а тут просто Нью-Йорк отдыхает. Правда, я никогда не был в Нью-Йорке, но очень захотелось так пафосно сказать.
Здания, которые упираются в небеса. Экраны размером с пятиэтажку. Не хватает только летающих машин. Я не помню, чтобы я где-то видела такие высокие небоскребы. Правда, я просто в шоке. Мне кажется, они небо. Ну, колют небушка. Так, чик-чик. Ну, реально, пипец, они просто высоченные. Куда? Куда вы растете? Объясните мне, пожалуйста. Это невероятно. Ну, честно, даже страшно. Граждане китайцы, за чей счет банкет? Где вы взяли деньги на такой шикардос? Отвечу за китайцев. Главное богатство Гуанчжоу – это торговля. Здесь нет ни нефти, ни газа, ни золота. Здесь производят килотонны китайского ширпотреба. Абибас, гуси, жуи-батон. Готов поспорить, что вы даже не задумываетесь, что каждый раз, покупая подделку, вкладываете по кирпичику в один из небоскребов Гуанчжоу. День нужно начинать с зарядки, но только в моем случае это зарядка для мозга. Играешь в покер на покер-матч, и голова начинает работать. Анализируешь ситуацию и развлекаешься одновременно. Сейчас я доиграю и пойдем работать. Алексей! Быстрее! Сейчас. Туристов Гуанчжоу интересует только одна тема – халява. Реально ли купить по дешевке планшеты, смартфоны или любые другие радости жизни современного человека? Гуанчжоу подделками торгует не на рынках. Под магазины с подделками приспособлены целые павильоны с лабиринтами рядов. Ребята, это рай. Мамочки мои, это просто Эльдорадо для халявщика. Здесь продаются тысячи и тысячи подделок всего и вся. В магазинах подделок можно найти смартфоны последних моделей. This is original? Yeah, original. Некоторых вещей еще вообще нет в продаже, а здесь уже за них вовсю торгуются. Оригинальное яблоко стоит по 1000 баксов, а вы их толкаете за 200. Yeah, S. Ничего себе. Я столько верту не видел даже в фирменном магазине. Паленые верту отдают по 500 баксов вместо 20 тысяч долларов за оригинал. Ультра новые приставки. Do you have Switch? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Oh, really? And how much it costs? 1980. 1980. Это $300. Это раза в 1,5 дешевле, чем у нас. Но не стоит обольщаться. Китайская подделка, она и в Китае подделка. У псевдояблока камера 2 мегапикселя. У верту вместо брюликов стразы. У фотоаппарата проблемы с матрицей, а пиратская приставка будет подвисать. Но многие люди согласны сэкономить на качестве, чтобы быть в тренде. Мобилы, планшеты, ноутбуки, фотики. И все по реально низким ценам. А о назначении половины девайсов я даже не догадываюсь. А что это такое? Вот это такое. У меня даже предположений нет. Объективы для смартфонов. Все, что может втыкаться в компьютер через USB. Электронные часы. Подсветка для идеального селфи. Лампочки 360. Комнатные диджейские установки. Магнитные глобусы, которые висят в воздухе и крутятся сами по себе. Вентиляторы с часами. Увлажнители воздуха. Столы, планшеты. А это хит продаж.
Это же не просто микрофон. Тут, походу, встроенный караоке. С динамиком. В смысле? Даже не надо ни к чему подключать. Просто зарядил и пой. Кнопочка ремикс. Офигенно. What is that? Массаж. Массаж. 10 баксов за подушку с массажем. Правда, положение, конечно, не очень удобное, но это тапок с массажными вставками для различных частей тела. Вставочка для сердца, для плеч, для ушей, глаз, шеи, ануса, аппендикса и гениталий. Но больше всего меня поразил летающий миньон. Вот это реально круто. Найти дрона с инфракрасным датчиком за 50 юаней. Надо еще постараться. That's yours. Официально в Китае запрещено подделывать товары мировых брендов. И что здесь меня должно? Но есть подпольные шоурумы, где можно купить не какие-то там Гусси или Дульче Габбана, а подделки высочайшего качества. Сейчас у наших знаменитостей даже появился такой вид туризма – шопинг за подделками в Гуанчжоу. Ну а что вы хотели? По статусу положены дорогие вещи, а кошельки же не резиновые. Подделывать шмотки – это уже вчерашний день. Сегодня в Китае мастерски научились подделывать мебель. И обо всем об этом подробно мне расскажет мой персональный шопинг-гид, который, кстати, в идеале знает китайский. Ну и если мне что-то понравится, быстренько поможет организовать доставочку. Правда ведь? Конечно, слова нету, не услышите. Анастасия. Сергей, Очень приятно. Ну что, ворвемся в это мебельное путешествие? Все для вас. Погнали. За помощь Сергей возьмет 10% от цены вашей покупки. Кто покупает эту мебель? Все те, кто хочет сэкономить денег. Например? Понимаете, там к артисту приходят друзья. Вот. Друзья, и говорят Вот. так, эта мебель итальянская. Он же не скажет, что она китальянская. Насколько вообще по соотношению подделка дешевле, чем оригинал? 10 раз. Как отличить подделку от оригинала? Или оно Очень практически сложно. невозможно? Очень сложно, потому что те же люди, те же станки, те же материалы, и визуально очень сложно отличить. Вот люстра висит, но ее невозможно отличить. Если диван, там можно где-то там кожу заметить, чуть-чуть не та, то очень сложно. Тут делается магия на десятки тысяч долларов. Вот был обычный диван китайской фабрики, а теперь брендовый кауч от Versace. Да, друзья, что тут только нет. Фенди, Бентли, Versace. И, кстати говоря, вся эта мебель в оригинале стоит очень-очень больших денег. Миллионы. Здесь, я думаю, не больше пару десятков тысяч. Если бы я не знала, что это кресло китайское, я бы вполне себе поверила, что это может быть оригиналом. Versace. Блин, это, конечно, сильно. Пипец. Я даже не хочу представлять, сколько это стоит в оригинале. Просто самое интересное, что каждая мебель, каждая подушка, стул – это реально как произведение искусства. Очень дорогого искусства. Ну и гвоздь нашей сегодняшней программки про путешествия – золотой унитаз. Я слышала, что такое возможно, но в жизни никогда не видела. И, ребят, он реально золотой, он не позолоченный, не покрашен золотой краской. Там 24 карата золота. И у меня вопрос. Это же насколько должен быть золотой человечек, чтобы вот купить себе золотой унитаз, да, так сказать, с золотыми намерениями на нем восседать. Вот это трон так трон. Ах да, и если среди вас есть те, кто хочет приобрести данную модель, стоит она 84 тысячи долларов. И
я девочка, еще раз напоминаю, я знаю, что такое Cartier. Это украшения, о которых мечтает любая барышня, они пипец какие дорогие. Я знаю, насколько выглядят роскошно эти кольца и браслеты. Но, господа и дамы, диван Cartier. Королева Анастасия наконец-таки обрела свой трон. Я с золотой картой могу позволить себе этот диван. Но перевозить его в самолете в следующий город, будет немножко проблематично. Поэтому я возьму себе кресло. Китайская поговорка гласит: есть можно все, что летает и плавает, кроме Луны и ее отражения в воде. В Гуанчжоу все, что плавает, можно найти на рынке Хайбао. Обычно рыбный рынок – это вкусная и интересная еда, да к тому же дешевая. Но в варианте Гуанчжоу это просто сборище странных морских гадов. Тут есть все, что можно достать из моря. Морские черенки, гигантские креветки Розенберга, раки-богомолы и даже камчатские крабы, которых китайцы завезли контрабандой. Что это? Фу! Это мертвое? Ты не будешь это убивать? Это... Не-не-не-не-не-не. Чувак, мне нужно это, если это мертвая штука. Оно живое. В смысле? Это существо, похожее на... хобот слоненка. Гуидак. Моллюск, который закапывается глубоко в песок и может жить там до 140 лет. Для китайцев гуидак – любимый деликатес. Они считают, что этот моллюск прибавляет мужскую силу, поэтому стоит он недешево. 43 бакса. Не-не-не-не-не, все, забери. Много-много. Я хочу попробовать что-то необычное, но у меня мало денег. Это рыба? Сколько стоит? Можете сказать? Пойдем ужинать? В смысле? У меня мало денег. Бесплатно? В смысле? Как я понял, этот парень решил меня угостить при условии, что я поужинаю с ним. Надеюсь, это никакой не намек. Ребята поняли, что заработать на мне не получится. Пошли на ужин и то ли в шутку, то ли всерьез позвали меня с собой. Усадили за традиционный крутящийся стол, напоили чаем, угостили салатом из корня лотоса, креветками и сате из морских черенков. Для того, чтобы не кричать: «А передайте мне сушеного богомола» с края стола, китайцы придумали крутящийся стол. Ну вот момент истины. Рыбка Сумэй. По-нашему, эту рыбу зовут рыба-Наполеон. Это очень яркая и большая коралловая рыбка. Но китайцы любят ее не за это, а за то, что у нее очень вкусное мясо, килограмм которого стоит $200. Очень трудно поверить, что меня реально бесплатно позвали на ужин, где главное блюдо стоит 1000 юаней. У китайцев все идет в ход. Из плавников рыбки сварили уху. Если честно, похоже на кальмара, вареного с какими-то приправами. На второе – отварная сумэй в кисло-сладком соусе. А вот и филе подоспело. Кстати, что странно, тоже вареное. Я думал, что рыбку будут жарить. Я реально раньше не понимал, что значит тает во рту. Потому что она как сахар, только соленая. Это странно, но она просто очень мягкая и реально за несколько секунд растворяется во рту. Very good.
Безусловно, в Гуанчжоу есть огромное количество дорогих и богатых отелей, но только в этом есть Extreme Wow Suite, что в переводе экстремально обалденный люкс. Мне уже не терпится посмотреть, что это такое. Надеюсь, вам тоже. Отель сети W – ответвление сети премиальных отелей Marriott. Но если Marriott – это для богатеньких старичков, то W для их внуков, то есть для золотой молодежи. Поэтому здесь ставка не на классическую роскошь, а на стильный, модерновый дизайн. Извините. Ничего себе! Блин, офигеть, он реально огромный. Ощущения в номере очень сумбурные. Тебя как будто поместили вовнутрь какой-то инсталляции на выставке современного искусства. Обалдеть, друзья, просто. Оперный театр. А это тоже мой номер? Ну, если откроют. Вы чё, ребята? Простите. Я так понимаю, я целый этаж сняла? Действительно, почему бы не сделать огромную комнату для того, чтобы поставить сюда два каких-то камня? Ну вот пусть они будут, что ж, действительно. Где оно это? Добрый вечер. И я вас рада видеть тоже. Одному, если честно, я себя чувствую здесь очень, пусто как-то. Мне вот не по себе. Реально, он такой огромный, я такая маленькая, что, честно, неуютно. Вот я думала, где мне найти уютное местечко в этом огромном номере? И вот нашла. Ух ты, ничего себе! Круто, скажи, вообще не оторваться. Да нет, Сань, я не про высоту. У меня здесь покер на покер-матч. Здесь намного интереснее. Но ты можешь поснимать высоту. Как раз выиграю еще 5 минуточек для игры. Искать дешевый хостел в Гуанчжоу – самая большая ошибка бюджетного туриста. Сейчас расскажу, почему. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли в спа? Да. А какие условия пребывания? Мы предлагаем вам провести 24 часа в спа за $38 с человека. В стоимость входит посещение разных комнат отдыха, а также ужин и завтрак. Хорошо. А я могу спать здесь? Да-да. По-настоящему спать? Да. Отлично. Мне подходит. В Гуанчжоу популярны спа-комплексы. Здесь это больше, чем просто кабинет. Это настоящие дворцы. Огромный, блестящий холл с белым роялем по центру. Кожаные диваны с бархатными подушками. Лестницы с золочеными перилами. Да-да, вся эта роскошная роскошь для меня, человека со $100 в кармане. Целые сутки в моем распоряжении будет спорткомплекс, турецкий хамам, банька на дровах. Еще тут можно окунуться в купели разной температуры. Ребята, извините, пожалуйста, что так часто приходится светить булками. Но поверьте, это не моя инициатива, меня заставили. Можно, сидя на бархатных креслах, пошпилить в компьютерную игрушку, погонять шары
в бильярде. Срезаться с китайцем в пинг-понг. Настенька, не знаю, как вы, но меня кажется, только что в карнавале. Конечно, я могла бы выбрать на ужин в Гуанчжоу какую-нибудь традиционную лапшу или рис. Но, друзья, когда я узнала, что здесь есть змеиный ресторан, я просто не могу пройти мимо. Как минимум, долг ведущего меня обязывает попробовать. Еда в Китае – это больше, чем еда. Для любителей экзотики это настоящий аттракцион. Здесь есть живое меню. И выглядит оно как раз вот таким вот образом. На входе в змеиный ресторан творится какой-то ползучий, шипящий, чешуйчатый ад. Жалко, конечно, но я, наверное, выберу самую мясистую, самую дорогую, самую жирную. И, скорее всего, это будет кобра. Друзья, прошу прощения у всех людей, которые очень трепетно к таким вещам относятся. Потому что я помню, как Птушкин ел крокодила и осьминога. Но правда, мы сейчас находимся в стране, где это нормально. И я обязана это попробовать, правда. То, что происходит дальше, сможет смотреть не каждый. Тебе выбирают змею. На глазах у ее сородичей и посетителей ресторана кладут в мешок и взвешивают. За секунду змее отрезают голову ножницами. Кровь сцеживают в стакан с водой и рисовой водкой. Я видела. Дальше змею готовят. Ножницами вспарывают брюхо от шеи до хвоста. Руками достают внутренности, выбирают желчный пузырь. Очищенную от кожи змею рубят на кусочки и жарят. Может показаться, что китайцы живодеры, но нет. Они просто верят в восточную медицину, где каждая змея как аптечка. Змеиная кожа улучшает зрение, сердце повышает иммунитет, а кровь – потенцию. На вид, знаете ли, выглядит как какая-нибудь жареная рыбка. Вот. И пахнет, кстати, очень даже приятно. Вот даже жареная змея меня вообще не смущает. Меня смущает нечто другое. Кровь этой змеи. За молодость. Как сказать, это не томатный сок. Что по вкусу напоминает кровь? Хотя, наверное, многие пробовали ранку в детстве, когда мы облизывали, чтобы остановить какое-то небольшое кровотечение. Она достаточно соленая. Не сильно, но соленость присутствует. Но и она безумно густая, действительно по консистенции, по ощущениям, как томатный сок. Пора попробовать мяско. И на удивление очень напоминает курицу. Особенно жареная змея, мне кажется, прям очень-очень близка ко вкусу каких-нибудь куриных крылышек. Я думаю, что его даже можно сидеть вот так вот, есть руками, запивать. Желательно не кровью. Пивка возьмите. Когда китайцы попарились и наелись, укладываются прямо здесь спать. Дорогие и искушенные зрители «Орла и решки», вас, наверное, не удивить уже какой-нибудь китайской чайной церемонии. Тем более в прошлый раз Жанна подробно о ней рассказала. Целью чайной церемонии является введение человека в легкий транс. Такое ощущение, что это медитация какая-то.
А что, если соединить чайную церемонию и боевые искусства? Хотите знать, что из этого получится? Прошу за мной. Там был чай. Это не просто красивый танец с чайниками, это целое искусство, которое родилось в Китае, в провинции Сычуань много столетий назад. Это 18 движений, в которых переплелись танец и кунг-фу. Раньше, давным-давно, жил-был император. Ну, и он тоже пил чай, естественно. Но близко к нему подходить было запрещено. И вот были придуманы такие чайники, которые позволяли наливать ему чай с дальнего расстояния. Возможно, сейчас это уже выглядит как просто шоу, да и времена уже прошли. Но, согласитесь, выглядит это очень эффектно. Ты же мой золотой. Прямо в цель, прямо в кружечку. Пуньк. И вот она уже льется. Уникально. Проходя через длинный носик, чай успевает остыть и насытиться. И его сразу можно пить, не обжигаясь. Можно я попробую, да? Приятного чаепития. Если у китайцев чего-то нет, они начинают это подделывать. В Гуанчжоу нет моря, но есть его китайская подделка. Пляж в Ливан Лейк Парк. Привет, ребята. Мне нужны плавочки. How much? 0,5? Нет, 0,5 быть точно не может. Наверное, 50 юаней. Glasses. Не, ребят, 90 юаней это очень много. А это же просто китайские шорты. Тут написано спорт. Тут нет ни Adidas, ничего. Даже, да, это даже не подделка на Adidas, это просто спорт. Speak English? 我听不懂你说什么，我听不懂的。你按多少钱？我按那么多钱给你。他意思这个是60块，60块，60块，60。Ясно, понятно. Качество люкс. 35的。Окей, давайте 50 за все. Кроме скидки, девчонки предложили мне билеты в бассейн. И тоже по дешевке. На кассе билетик стоит 40 юаней. Здесь написано почему-то 25, но мне предлагают купить его за 30. Это на 10 юаней дешевле, почему бы не сэкономить лишний $1? Оказалось, эти китаянки просто купили годовой абонемент в бассейн, с которым билеты можно приобретать со скидкой. Накупили целую стопку и продают. Нормально? Хорошо. Ага, сюда ничего не прикладывать. Спасибо. Ну вот, встречайте, Мальдивы по-китайски. Золотой песок, бирюзовая вода, шезлонги. По статистике, только 2 китайца из 100 умеют плавать, поэтому и бассейны у них такие мелкие, как лягушатники, глубиной не больше метра, чтобы никто, не дай бог, не утонул. Для человека, который не умеет плавать, это супер новость. Если честно, мне очень стыдно и смешно признаваться, но я не умею плавать.
Смотрите, что это? Он плывет! Китаец плывет! Встретить китайца, который умеет плавать, это как столкнуться лицом к лицу с Суперменом. Так, нужно познакомиться с ним и его друзьями. John? Ho. Sky. UFC. А научите меня плавать? Все просто, смотри. Ногами делаешь вот так. Если честно, мой друг неправильно показывает. Руками нужно делать по-другому. Пойдем покажу. Держись и плыви, как лягушка. Если честно, у нас лягушки по-другому плавают. Давай закрепим результат. Так, руки лодочкой, ноги лягушкой. Дыхание здесь. Я проплыл 2 метра сам. Меня никто не держал, даже круг. Даже этот парень. Ребята, кажется, я научился плавать. Нельзя уезжать из Гуанчжоу, не увидев чудо Китая. Чимилонг Парадайз – огромный парк развлечений, в котором есть аттракцион, зоопарк и даже огромнейший цирк. Так что ж мы стоим? Ворвемся мощнейше! Только для начала переодену-ка я обувь. Но вот другое дело. Итак, зона аттракционов. Вниз башку, это вообще не круто. Это было коротко, но это было просто мега охуенно. Ребят, если честно, я бы второй раз прокатилась с огромным удовольствием. Вторая зона – сафари-парк. В Чимилонг Парадайсе животные не сидят в клетках, а живут в естественной среде обитания. Посмотреть на них можно из вагончика мини-поезда. Кстати, друзья, это такая прикольная форма сафари, потому что ты едешь по красивому парку, в миленьком поезде и смотришь на потрясающих птиц и животных на расстоянии 4 вытянутых рук. Гуляют носороги, целые компании слонов, стада жирафов. Дальше начинаешь переживать не за себя, за детишек. Открытый вагончик проезжает мимо настоящих убийц. Волков, львов, тигров. Животных реально очень много, они все прикольные, интересные, но мы мчимся так быстро, что ты не успеваешь ни на что посмотреть, ни на чем зафиксировать внимание, потому что поезд мчится, и как бы все очень сумбурно, еще и орут эти потрясающие несмышленыши. Для тех, кто не успевает разглядеть всех животных с быстрого поезда, здесь построили канатную дорогу. Такой формат посещения зоопарка мне нравится больше, потому что
кабинке никого нет, свежо, и реально отсюда будет видно все. Отсюда можно увидеть домик панды. Как зебра и антилопа Гну обсуждают новый выпуск «Орла и решки». О, вот отсюда классно слонов видно. Ну круто же, ну совсем другой разговор. Когда все посмотрел, можно пойти в зону кормежки и покормить рыбок. Кормят их, представляете себе, из сосок. Прям как маленьких детей. А ну, чешуйчатые мои. Ну-ка все быстренько к тете Насте. Давайте к Анастасии Вячеславовне. Быстренько, у нас обед, обеденное время. Бросили свои игрушки, книжки, рисовалки. Быстро все обедать. Так, Вася, ты как самый ответственный. Начинай трапезу. Я сказала, Вася начинает. Я себя чувствую реально воспитательницей рыбного детского сада. Так, ну-ка не деремся, всем достанется. Кому скучно кормить рыбок, кормят бегемотов. И даже крокодилов. Кис. Подождите, а можно нитку-то это как-то вернуть там? Я не знаю, я сейчас следом за этим мясом поплыву. Какой же первый визит в Китай без традиционного китайского массажа? Если не идти в дорогущие спа-центры, а найти какое-нибудь вот такое локальное местечко, то можно уложиться и в мой бюджет. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. So, you make massage? Okay. Okay. And what? Fire? Yeah, fire. Кажется, они имеют в виду, что реально подожгут меня. Китайской народной медицине уже не 1000 лет огонь заменяет лекарства. Огнем лечат остеохондроз, ревматизм, головные боли. Он сжигает жир и даже очищает ауру. Yes? Подушка с дыркой. Для начала массажист очень активно разминает твое тело. Чувствительно, горячо. Ух, блин, я уже feel pull. По-моему, я чувствую пару трещин в ребрах. О, ну да, еще по башке не падает. Какие там 50 оттенков серого? Массаж у Вильяма, вот это реальный рай для мазохистов. Дальше нужную часть тела накрывают полотенцем и становится немного не по себе. Ребята, что там происходит? Кто-нибудь может сказать, что там происходит? Полотенце пропитывают специальным эликсиром, в состав которого входят спиртовые настои мяты, ромашки и зверобоя. You feel hot? Yeah. Show the hand, okay? Show the hand. Дальше тебя фламбируют как курицу. О, походу началось. Ё-моё. Недолго, секунд 10. Этого хватит, чтобы тело прогрелось и не успело загореться полотенце. Твою налево, как горячо. Вот это бум. Okay, finish. Finish. How do you feel? Бум. Ну и, наконец, вишенка на торте. Цирк. Офигеть! Они просто творят что-то невообразимое. Чимелонг не классический китайский цирк, а самый настоящий, знакомый с детства советский. Ну смотрите, в китайском цирке нет клоунов, а здесь есть. В китайском цирке нет животных, а здесь медведи разъезжают на мотоциклах.
В китайском цирке все работают без страховки. Здесь наоборот. Ну, может, это и к лучшему. Здесь даже китайцев практически нет. Работают наши ребята. Эта постановка просто фантастически красивая, фантастически интригующая. И мне кажется, я реально начинаю любить цирковые шоу-представления. Чтобы найти бутылку в Гуанчжоу, прогуляйтесь пешком по тротуару вдоль дороги Хсингу. Поверните направо за первый рекламный щит к зданию Nail Art Love Hall Мэй Вэйтан. Под зданием около газовой трубы и прячется наш клад. Казалось бы, легко, да? Удачки! Кажется, что Гуанчжоу — это город каких-то Робин Гудов. Которые отбирают у богатых. Там 24 карата золота. И отдают? Ну, точнее, продают. Бедным. Да, китайцев можно долго ругать за подделки. Абибас, Гуси, Жуи-Батон. Но именно благодаря им в Гуанчжоу даже голодранец может прожить выходные как король. Это какой-то лэндвин. Оно живое. Добрый вечер. О, ну да. А вот теперь я Фил Пол. Слушайте, друзья, ну это же нечто невообразимое. Я на собственном троне сижу в центре Гуанчжоу, как настоящая императрица, которая по какой-то причине ждет этого ведущего, который смеет опаздывать. Здрасте. Ого, какая прикольная штука. Куда ты сел? Вот сюда В смысле? садись. Это императорский трон. Ты что меня позоришь? Колено преклони. Я же императрица, алло. Ну, ладно. Самое интересное, я пила кровь. Удивила. Ты и так каждый день пьешь кровь всей команды. Это правда, но в данном случае я правда пробовала настоящую змеиную кровь. И на самом деле в Гуанчжоу для умного человека $100 вполне себе деньги. Мне делали массаж, я жил в 5-звездочном отеле. Ого. Кушал как король. Слушай, да я вообще отдохнул как король. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Пока-пока. Пока-пока. Куда ты пошел? А трон кто нести будет? Ну ладно, подожди, давай я тебе немножко помогу. А теперь можешь нести. Я могу, я-то молодой. Чего ты сказал? Осторожно, обивку мне не порви. Молодой, я тебя сейчас как устрою. А ну побежал, молодой. Это кого ты старухой назвал, зараза?